Приветик, ребята! Сегодня я хочу показать вам небольшой комплекс упражнений, которые можно выполнять как и в воде, на море, на отпуске, куда вы поедете сегодня, завтра, послезавтра, этим летом, как и в бассейне. Упражнения очень простые, легко выполнимые, так что давайте посмотрим. Итак, перед тем, как залезть в бассейн, мы увидим, конечно же, лестницу. И здесь уже можно начать нашу тренировку. Допустим, мы стали не на сильно низкую ступеньку, да? Держимся ручками за рукоять лестницы и присаживаемся. Сели, встали. Очень простое, легкое упражнение. Для кого-то оно может показаться смешным со стороны, как будто вы думаете: ой, нырну, а нет, не нырну, туда-сюда. Как будто вы решаетесь и не решаетесь нырнуть в бассейн. Но вы занимаетесь спортом, какая разница? Вот так можно подготовиться к вашей тренировке в бассейне. Поприседали и опускаемся по лестничке в сам бассейн. Ныряем и подальше отплываем от лестницы. Держимся за нее руками и начинаем делать такой велосипедик ногами. Корпус у нас ровный. Напрягаем все наше тело и поехали. Делаем бульбашки. Быстрее крутим педали. Чем быстрее, тем эффективнее. Куда-то едем, бежим. Так, сделали такое упражнение. Поехали дальше. Когда мы оказались уже в воде, здесь уже начинается море упражнений. Здесь можно делать все, что угодно. Допустим, у вас мячик, вы играете с мячом, вы играете с какой-то сестричкой, с братом, с кем угодно, плывете на какую-то дистанцию, вернулись обратно. Но даже стоя на месте уже можно сделать очень много упражнений. Допустим, бег на месте, да? Как это обычно делаем мы в кардиотренировках на суше. Но сейчас у нас кардиотренировка в воде. Как можно выше поднимаем коленки, помогаем себе руками и бежим как можно дальше, хотя мы стоим и на месте. Чем быстрее вы делаете движение, тем лучше. Конечно, такой бег кажется намного тяжелее, чем на суше, опять же. Побежали, остановились и делаем прыжки. Резко выталкиваем ножки наверх, поднимая коленки высоко. Как бы пытаемся выскочить из воды. Можем помогать себе руками, да? Выталкивать себя из воды. Как бы можно посоревноваться с кем-то, кто выше выпрыгнет. Фух, есть такое, да? Остановились, передохнули. И теперь давайте поработаем на руки. Выставляем ручки перед собой, напрягаем их хорошенечко, делаем такие плавнички, да? Опускаем воду и разводим их в стороны. Хорошенечко выставляем грудную клетку вперед. Здесь у нас работает грудь. И сводим обратно. Расставляем и сводим. Любые упражнения можно сделать 15-20 повторений. Если вы, допустим, в воде находитесь 20 минут, 15 минут, больше как бы и не советую, да? Во-первых, не заходите в воду на сытый желудок. Это, наверное, знает каждый ребенок. Все бабушки об этом говорили. Когда приходишь на речку, поешь то, что бабушка даст, да? И полчаса в воду не заходить. Все так говорят. Вот мы сидим, ждем, пока у нас все переварится. И только тогда заходим в воду. Сделали это упражнение, да? И теперь опускаем ручки вниз. Прижимаем их плотно к животику и поднимаем вверх. Разводим их, да? Над водой они не поднимаются. Все происходит у нас под водой. Над водой только ваша голова, чтобы вы могли дышать, да? Разводим и сводим. Опять же напрягаем руки хорошенько. Есть. Дальше давайте, наверное, поработаем над ножками. Встали мы ровненько, руки на пояс. Теперь напрягаем ножки все наши. И одну, не сгибая ее в колени, выставляем вперед. И видим наши пальчики. Возвращаем ножку и вперед. Напрягаем ее хорошенечко. Здесь у нас также работает статично пресс. Животик у вас не расслаблен должен быть. Напрягаем.
все мышцы. Выставляем вперед, возвращаем. Следим также за дыханием вашим. Есть. И теперь вторая ножка. Делайте это упражнение. Как видите, в бассейне очень много есть упражнений, которые как можно себя развлечь, да? Есть. Отличненько. Поехали дальше. Стоим также ровно. И теперь, опять же, выводим ногу уже в сторону. Я могу, конечно, оказаться очень смешной под водой со стороны, как маленькая толстенькая девочка. Но ничего, выйду очень худенькой. Хорошенько напрягаем ногу. Здесь также работают косые мышцы пресса. Работает внешняя часть бедра, ягодички. Уже очень чувствуется хорошо. Кстати, ощущения похожие на то, как я делаю эти же упражнения, только с утяжелителем. Как бы идет больше давления и сила как-то больше идет от воды. Да? Сила воды. Так, другая нога. Отлично. Напрягаем ножку. Так. Главное, следите, чтобы, если у вас судорога, сразу же вылазьте с воды, потому что это очень опасное дело. И вернулись в исходное положение. Поехали дальше. Становимся спинкой, да? Я вам покажу так. И выводим ногу назад, напрягая ягодичку. Вот этой пяткой мы должны потянуться вверх. Смотрим со спинки, как это выглядит. Отлично. И то же самое на другую ножку. Вы делаете 15-20 повторений. Я думаю, эти упражнения в бассейне, на море сейчас именно хорошо актуальны, потому что сейчас очень многие едут на отпуски, на моря, да и вообще очень жарко, так что проводите время с пользой все-таки. Конечно, заниматься спортом тоже нужно, а в воде, я думаю, это еще и большой плюс вам принесет. Отлично. Следующее упражнение наше, где будет работать все тело. Руки у нас, внимание, двигаются по таким кружочкам, а ноги у нас будут идти в стороны, в центр, да? Будем действовать как звездочка. Такое очень энергичное. Чем быстрее вы выполняете все движения, тем лучше. Попрыгали так. Можно подключить каких-то соседей, посоветовать кому-то такие упражнения делать, чтобы было еще веселее в компании делать такую тренировку. Сделали, да? Что можно сделать еще? Смотрите, значит, руками мы отталкиваемся в одну сторону, а две ноги идут в другую сторону. Толкнулись туда, оттолкнулись сюда. Делаем такие пузырьки руками, да? Чтобы держать равновесие. Оттолкнулись в другую сторону. Работают косые мышцы пресса, да? Хорошенько прочувствуем это. Толкнули и сюда. Отлично. Поехали дальше. Теперь у нас пресс. Подплываем к бортику, так, чтобы мы могли за что-то держаться. Если нет бортика, допустим, есть у нас мат, на котором мы плаваем, взялись за мат, да? Конечно, с бортиком лучше, он лучше держит. Полностью спинкой прижались к стене, смотрим перед собой. Сделали глубокий выдох, вдох, и теперь ровные ножки поднимаем перед собой. Смотрим на пальчики и шагами назад возвращаемся. В этот момент, когда мы поднимаем ножки, у нас работает вся прямая мышца живота. То есть работает наш пресс. Отлично. Вернулись и поднялись.
мы проработаем наш пресс. Теперь, для особо сильных, кто может залезть на этот бортик, да? Мы закарабкались сюда, поднялись на ручки, подняли свою попу с воды и опускаемся. Идет работа на трицепс. Поднялись, выпрямили ручки полностью, да? Локти у нас не сгибаются. И опускаемся так, чтобы локти образовали угол 90 градусов. Так. Выдох. Фух. Отлично. Ну что, ребята, вот самый простой, эффективный, оригинальный, легко выполнимый комплекс упражнений, которые можно выполнить как и в бассейне, как и на море, как и на речке, где вам удобно, где есть вода, в общем, да, сказать. Пробуйте этим летом, если куда-то поедете, я думаю, вам такие упражнения очень даже пригодятся. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока!